Том Андерсон много месяцев готовил эту поездку. Он управлял небольшой компанией по наблюдению за китами в Монтерее, Калифорния, и каждый сезон вывозил группу людей в океан. В то утро море было спокойным. Казалось, возможно все. Но никто не мог предсказать, что произойдет. На борту лодки Sea Scout было 9 пассажиров. Большинство – постоянные клиенты, привыкшие брать теплую одежду и перекус. Были и новички с биноклями. Их ждал невероятный сюрприз. Помощник Тома, надежный Дерек, вел навигацию, пока Том общался с пассажирами. Примерно через 40 минут пути слева показались дельфины. Люди бросились к борту с телефонами. В этот момент Дерек заметил нечто другое и молча указал вперед. В 300 метрах двигалась большая темная тень. Вскоре стало ясно – это касатка. Том видел их сотни раз, но все равно замедлил ход, соблюдая правила – не приближаться, дать животному самому подойти. Однако касатка направлялась прямо к лодке. Судно было не быстрым, и в случае столкновения сделать что-то было бы сложно. Напряжение росло. Касатка подплыла вплотную, огромная, около 7 метров длиной. Но вместо того, чтобы уйти, она начала кружить вокруг лодки, словно намеренно удерживая внимание людей. Это было странно. Она не играла, а будто пыталась что-то показать. После нескольких кругов пассажир по имени Скотт заметил нечто важное. Он посмотрел в бинокль и сказал: «У нее что-то на спине». Когда касатка снова показалась, все стало ясно. За ее спинным плавником держалась морская выдра, измученная и едва живая. Хищник и его обычная добыча двигались вместе. Том понял, это не охота, а попытка спасти животное. Касатка словно просила помощи. Она плыла вперед, ждала лодку и снова возвращалась, будто приглашала следовать за ней. Том доверился интуиции и направился за ней на север. Вскоре чистая вода сменилась мутной с резким запахом топлива. Послышался грохот техники. За скалистым выступом открылась страшная картина. Незаконная стройка разрушала побережье. Экскаваторы и буровые установки уничтожали среду обитания выдр. В мутной воде десятки животных пытались выжить среди грязи и механизмов. Касатка остановилась у входа в бухту. Ей было слишком опасно заходить внутрь. Но она привела людей, которые могли помочь. Том и Дерек спустили надувную лодку. Экскурсия превратилась в спасательную операцию. Пассажиры помогали, держали полотенца, принимали животных. Вода была густой от грязи и нефти, выдры обессилели и не сопротивлялись. Когда путь преградили камни и обломки, произошло невероятное. Касатка ударила по завалу и расчистила проход. Люди и животные действовали вместе. Касатка даже помогала перевозить самых слабых выдр, позволяя им держаться на своей спине. Тем временем рабочие стройки заметили происходящее и попытались помешать. Они кричали и сбрасывали камни. Но команда продолжала работать, фиксируя все на камеры. В итоге удалось спасти всех выдр. Когда лодка уходила, касатка сопровождала ее, словно охраняя. Вскоре появился патрульный корабль. Оказалось, сигнал уже был отправлен, и через 40 минут власти прибыли. Стройку остановили, рабочих задержали, доказательства собрали. Спасенных выдр доставили в заповедник, где их приняли специалисты. Животные были истощены, но в безопасности. Когда Sea Scout вернулась в открытое море, касатка снова появилась рядом. Она выпрыгнула из воды мощно и красиво. Люди молча наблюдали. Это был момент, когда человек и природа действовали вместе.